Ужасная, невыносимая, ужасно невыносимая боль. Утрата. Это чувство пожирает меня. Пустота, глубокая пустота. Где-то там затеряны мои материалы с видео. Но я не смог их вернуть. Я унижен, уничтожен. И ничто мне уже не поможет. Надо действовать. Я не смогу глушить боль вечно. А бейсболы и энергетики не помогут мне вылезти из этой ямы. Донной ямы. Дно. Мне надо действовать. Иначе никак. Старфилд уже вышел, а я все сижу тут и смотрю на сценарий, который успел переписать уже 100 раз. Итак, давайте в последний раз. Это Armored Core. Серия видеоигр в жанре меха от студии From Software. Первая игра серии вышла еще в 97 году, когда меня еще даже не существовало. За все это время вышла 21 игра, даже если считать мобилки. Ну, я их считаю, хотя в глаза даже не видел. Извините, я не японец. Хоть и сюжет у них почти всегда перезапускался примерно каждые 2 игры, стержень оставался тем же. Война за ресурсы, охреневшие корпорации, не хочу показаться частные грубым, наемники, пилоты но я роботов, где-то вроде которых нанимают корпорации. И вот у них там какие-то заварушки происходят между собой. Также важной частью в Armored Core является сборка самого мехи своего, да, робота. Ну, кто бы мог подумать, да, что в играх про меху важна сборка мехи, вот. Еще как-то после того, как выстрелил Demon Souls у некого Бибизяки Хуидзяки, его поставили во главу Ласт Рейвена, да, а потом еще и целое поколение, 4-е, он курировал. Вот, эксперимент, ну, видимо, неудачный получился, как по мне. Как хорошо, что его снова не позвали. Так что лучше держите роботов подальше от этого парня. Еще, кстати, знали, что особенно конченые люди играют примерно вот так в Armored Core, да. Ну, это специфика старого управления, вы знаете. Отсутствие стиков там. Да, даже когда они появились, кстати, управление оставалось тем же. Да, лучше не напоминайте. Также поаккуратней с пианидом, рядом со старыми игроками в старые Armored Core, у них может сердце не выдержать. Вот, лучше не спрашивайте почему. Но сегодня, как понимаете, речь пойдет про 6-ю часть Armored Core. Для меня эта речь пойдет уже, наверное, в 3-й раз. Ну ладно. Что ж, начнем с сюжета. Все равно я не хочу ничего про сюжет рассказывать, спойлерить что-то, так что просто так вкратце вам синопсис расскажу, да. Дело разворачивается в другой солнечной системе, со времен второй части получается, на планете Рубикон 6.
где большие количества необычного волшебного ресурса материала, называемого кораллом, за которым большие корпорации ведут охоту. Мы же играем за независимого наемника. C4621, также еще известен как Ворон, для кого-то известен также как Турист. И нам, под начальством нашего начальника, Уолтера, предстоит узнать вообще, что тут происходит, что творится, что за коралл, что за корпорации, что они хотят, да. Хотя понятно, что они хотят, но так, для интереса скажу. Вас заинтересовать. Мне лично Мимидзаки прислал багажник с аниме-фигурками роботов, так что я вынужден говорить, что это великолепная игра. Так, ну, я бы мог начать рассказывать про геймплей, но геймплей начинается с ангара, как и, наверное, во многих меха-играх. Здесь, в принципе, ничего необычного нет, то есть ты должен собрать робота из ног, рук, тела, головы, дать ему по оружию, там в обе руки, например, на спину что-то повесить, там ракетницы или запасное оружие, да, что-нибудь такое. Уложиться в весовую категорию, потому что, например, если у тебя большое тело и много всякого вооружения, ноги будут не выдерживать, или, например, если у тебя слабые руки, ты не сможешь держать миниганы, тело с маленьким запасом НР и, например, и плохой двигатель не смогут обеспечивать, например, супер вооружение какое-то энергетическое, да. Вот все в подобном роде, то есть вы настраиваете робота, находите там свой идеал, идеальную середину, где все работает. Да, будь то вы маленький, быстренький, прозорливый робот с ножом и, например, пистолетом, до робота на гусеницах от танка с 4 миниганами и, не знаю, огромными руками больше робота. Тяжесть робота как-то не особо ощущается, то есть, по сути, она влияет только на вашу скорость, например, и на энергозатраты в воздухе, например, на полет. И то не всегда это зависит от билда, на самом деле. В очень тяжелом билде летать очень много. То есть нету такой темы, как в четверке, где вам приходилось специальными грузиками выправлять ось вашего робота, потому что у вас, например, вооружение на правой стороне могло перевешивать левое, там, или ноги, например, перевешивали, или голова какая-то кривая была, и у вас, например, кривился прицел, было плохое наведение, там, не знаю, дрифтить было плохо, хотя на самом деле вот именно дрифт в шестерке ощущается лучше, чем в четверке, например. Про пятерку говорить не буду, да, вообще геймплей вообще отличается от всех частей, как по мне, такой один из самых необычных. Может быть, есть что-то общее с третьим поколением, но да, по сути, они говорили в интервью, что ориентируются по большей части на четверку, что-то заметно, что-то незаметно, и по итогу, короче, я вам говорю и отвечаю, что почти все будут выбирать такой средний билд, чтобы у вас было плюс-минус 10к хп, у вас там было, ну, ноги удобные вам, например, просто кому-то будет неудобно играть на гусеницах, потому что ты не можешь просто взять и повернуться в бок, тебе надо проехаться вперед и как бы задрифтить. Ну, потому что это не ноги, ты не можешь просто дать поворот. В игре, конечно, есть такие слим-гусеницы, которые позволяют вам кататься на каких-то невероятных скоростях. Вообще не знаю, что это за рофл, но окей, вот такой я видел использовать весьма часто. Я же почти все время бегал с ногами, просто потому что это удобно. Хотя, например, в четверке я только гусеницы использовал, они прям чувствовались хорошо. Здесь так себе, как по мне. Также в гараже можете улучшить операционную систему своего робота, то есть это та самая непонятная, невнятная прокачка из четверки, например, где вам надо было токенами раскидывать процентики. Здесь, по сути, то же самое, но сделали все более понятно и для человечески, то есть легко разобраться в этом всем. То есть вам нужны специальные токены, скажем так, которые вы зарабатываете на аренах, что-то типа тестовых боев 1 на 1 против уже готовых моделей роботов, там, сделанные разработчиками, или просто каких-то сюжетных мобов, например. И за них дают своеобразное количество этих токенов, за которые вы можете прокачивать робота. Именно не отдельные части, а в общем, типа кинетический урон, энергетический урон, резист к урону, например, да, и вот это вот все. Прокачка имеет свой предел, так что, допустим, 10 токенов влить в одну стату не получится. Также и полностью прокачать все статы за одно прохождение у вас тоже не получится. То есть, по-моему, там нужно 2,5 прохождения, чтобы открылись все арены.
Ну, все арены, за которые дают токены. И только после этого момента вы сможете все прокачать. Хотя, опять же, при первом прохождении, я думаю, вам хватит начальных токенов, да, вот этих с первой арены. Вы сделаете себе какой-то билд, будете им проходить, и вам этого спокойно хватит. Прокачайте то, что вам надо. На крайний случай можно обнулить прокачку, да, системы операционной и как бы перераспределить навыки, как вам надо. Еще интерфейс стал более понятный, то есть даже по сравнению с пятеркой, которая вышла относительно недавно, то бишь 10 лет назад, интерфейс тут гораздо ощущается понятней и нормальней. И все равно, конечно, находятся люди, которые плакают, что нифига не понятно, но это уже их проблемы, наверное, потому что они еще не видят, как интерфейс выглядит в старых частях. Здесь, конечно, оставили, то есть полный разворот статистики, как в старых частях, вот с этими непонятными ползунками, конченными сокращениями, но в принципе для обычного человека есть обычный вариант, где все понятно, без всяких непонятных вот этих вот графиков зачем-то сделанных. Так что тут все понятно, люди все поймут, в принципе, 5 минут подумать, все. Вы киберспортсмен в создании робота. Но уже после как вы сделали робота, наверное, надо его покрасить как-то. Покрас по сравнению с прошлыми частями весьма неплохо прокачали. То есть, если в четверке роботы ощущались, ну, при покрасе как просто какие-то лего-роботы, биониклы, вообще максимально матовые какие-то, такие прям очень странно выглядели, особенно с общим вот этим вот зернистым серым фильтром, который был в четверке. Или, например, то, что в пятерке все ощущались просто как глянец какой-то, все глянцевые, нормально не красятся. Тут же все, сделали прям четенько, то есть хочешь себе Лего Бионикла, делай Бионикла, хочешь себе робота в темных тонах с металликом, например, выбирай там, по-моему, 34 пункта металлики, вот от совсем не блестит до очень блестит. Поверх ты можешь накидать ржавчины, каких-то царапин, этих паттернов прям дофига, выбирай какой хочешь. Так же, как и во всех прошлых частях, можно рисовать свою эмблему, свои рисунки, которых можно вешать на своего робота, или ставить, например, в личный паспорт, да, игрока в игре внутриигровой, как бы аватарку типа. Для особо ленивых в этой части добавили возможность делиться эмблемами, то есть вы можете поделиться своей эмблемой с другими людьми, или взять, например, чью-то эмблему, просто взять их код и как бы активировать, и вот у вас будет эмблема своя, например, если вы особо ленивый. Конечно, это вроде как не распространяется между платформами, то есть человек на PS4 не сможет дать эмблему человеку на ПК. Я не знаю, как это работает. Я не особо пытался разбираться в этом, потому что я сам обычно делал эмблемы, я только одну, по-моему, с инета взял и все. Вот, так что по поводу этого не знаю, но вроде как говорят, что реально ну, нету кросс-платформенности эмблем. Так что вот, живите с этим. Так что кастомизации я ставлю 10 тысяч баллов. Гораздо лучше, чем было в пятерке и четверке, да и в принципе всех прошлых частях. То есть они взяли все из прошлых частей, просто довели это до ума и добавили больше опциональности. Вот, ну вы собрали роботы. Что дальше? Дальше миссии, теперь пора отправляться к геймплею. Где мои ОС вкачанные на мили? Я руками бью. Да, руки... Руки как руки. Общая схема геймплея особо не поменялась с прошлыми частями, то есть после как вы сделали своего робота, да, там посидели в гараже, вы заходите в выбор миссий и выбираете среди миссий, которые вам дают. Выслушиваете брифинг и отправляетесь на миссию. Миссии идут не очень долго, почти все, но по сравнению с прошлыми частями они идут долго на самом деле. Но как бы вот кто-то реально не ожидал, что миссии в Armored Core ну, могут весьма мало идти. Есть такое, да. Вот. И вот в этих миссиях надо сделать какие-то задачи. Обычно это дойти от точки А в точку Б, зачистить мобов, попутно там, не знаю, убить какого-то босса. Нет, иногда дают разнообразие. Типа убить огромного босса-шагохода, хотя боссом он по сути не является. Либо наоборот, там защитить кого-то от толпы обычных мобов, и в конце на вас резко наваливается босс. Ну это в принципе такая визитная карточка Armored Core. По сути, почти в любой части что-то идет не так, как в брифинге, что-то вот такое выскакивает посреди миссии, и вы такие типа, о, нифига себе, непонятно, неожиданно, не знал, как так. Это добавляет такую изюминку, ведь, например, ваш билд может быть не готов к каким-то обстоятельствам, которых не было в брифинге, и придется либо менять после смерти, да, то есть надо сначала умереть, и вам дадут возможность пересобрать робота,
Либо же, если у вас нету, например, какой-то части, которая вам необходима вот в этот момент, вам придется выйти обратно в гараж и купить ее, потому что если у вас нету купленной какой-то базы, вы не можете посреди миссии купить нужную вам часть. Да, так что придется либо выйти, либо играть так. Сейчас сижу, монтирую эту хуйню, короче, третий вариант терпеть вашим билдом, какой у вас есть, и сосать пенис. Вот. Но если вам надо что-то поменять, там, перепродать, купить, на самом деле, сделано все как в прошлых частях, то есть ты покупаешь и продаешь за одну сумму, так что каких-то экономических ям у вас не будет. Вы не сможете там идти в минус или быть нищим. То есть ты покупаешь и продаешь за одну и ту же сумму. Это как бы фишка Armored Core, это поддержка творчества. То есть я не знаю, почему некоторые на это плачут, говорят, что это нелогично. У вас огромные боевые роботы под 25 метров пиздятся в пустыне под какими-то красными тучами. Я не знаю. Ну, такой себе странный доеб. И я такое, правда, видел. Это странно. Ну, так вот. Ну, скорее всего, многие просто сделают такой более-менее универсальный билд и будут играть им и не париться. Хотя, конечно, как я видел, у многих боссы вызывают прям нереальное жжение, и универсальные билды там не работают. Они отдельно билды под боссов делают, и все равно потом не могут их пройти. То есть я офигел. Ну, как только игра вышла, я проснулся и пошел ее стримить. Я не знал, не читал обзоры, ничего. Поэтому для меня было шоком, когда я после прохождения захожу в отзывы Стима и смотрю, что люди не могут пройти первого босса, либо второго. Ну, это что-то вообще непонятное для меня. Именно как игра, может быть, она правда сложная, то есть вкатиться обычному казуальному игроку будет не так удобно, но как, например, игрокам в Armored Core она весьма легкая. Многие фишки урезаны, механики убраны, то есть плюсом добавлена вот эта вот стан-система из Sekiro. Это явно не перегрев из третьего поколения, потому что в третьем поколении ты мог просто как бы спамить ППшкой. Тут не совсем так, да и ППшек нет. Странно почему. Так что, по сути, вы можете просто приноровиться, то есть мансить от ракет, от каких-то крупных снарядов, там, лучей. То есть нет обычных пуль, нет смысла тратить энергию на обычные пули. Обычные пули наносят по сотне урона, и часто перегрев даже не настакивают на вас вот этот вот. Да, поэтому вы можете просто как бы уворачиваться от больших ракет, маневрировать в воздухе и набивать на противнике стан. А как только там будет стан, наносить, например, основной урон. Там ракетницу иметь под затылком, или меч какой-нибудь, да, там копье, например. По сути, это основа основ. Ты просто уворачиваешься, спамишь, набиваешь стан, вносишь урон, и все по новой. Типа у многих боссов даже нет второй фазы, например, как в Dark Souls это любят делать. И, ну, мне непонятно, почему игру так называют сложно. На самом деле, мне Dark Souls гораздо сложнее был. Даже то, что там есть фреймы неуязвимости, а тут их нет. В Dark Souls ты даже на самом легком билде ощущаешься каким-то тяжелым, с этими перекатами, ты все еще не можешь летать, прыгать. Тут ты бегаешь как угорелый, и по сути все, что тебе надо, просто сжать кучу кнопок и спамить по таймингам. Это все. Конечно, шестая часть весьма неплохо так похожа на Dark Souls. Я вижу это по фласкам тем же самым, которым добавили. Чекпоинты добавили на миссии, то есть раньше их не было. Да и в принципе построение боссов теперь, вот арены какие-то более Dark Souls'ные. Просто раньше, по сути, арены были огромные карты, и ты мог с одним боссом, который мог быть просто, например, с тебя, стоять на огромной арене. Ну, в первых частях такого не было из-за ограничений в том же самом железе, то есть, например, битва с Найнболом проходила просто в какой-то обоссанной пещере, и потом с Серапом Найнболом проходила в какой-то, не яме, там, по-моему, комната была. То есть, но потом уже в четверке, в пятерке, да, в Verdict Day там уже карты стали весьма большими с боссами. А тут опять вернулись, грубо говоря, к началу такому. И карты обычно это просто, ну, как карты, арены боссов стали более закрытыми или, например, стали какую-то форму иметь, там, круг, квадрат, там, ни выше, ни ниже, вот такое вот. Некоторых боссов мувсеты прям чуть ли не взято из ДС, то есть, по сути, два босса в игре, это просто моление из Elden Ring. Ну, уж очень похожий мувсет, атаки прям чуть ли не в 1-1, даже цвет похож. Ну вот здесь эти боссы, правда, сложнее чувствуются, то есть, как моление. Ну, как минимум, я здесь не застанлочил ее камнем, здесь такой возможности нет. Хотя стан есть. Но они летают, как угорелые. Вот тоже многие говорят, камера мешает.
На самом деле есть такое, то есть если ты не привык нажимать быстрый поворот и вручную медленно все поворачиваешь на какой-нибудь маленькой сенсе, на стиках, да, можно не поспевать за боссом, потому что лог, например, просто в этой игре не работает. Я не знаю, почему этот лог добавили. Оставили бы систему как в 4-й части, ну или как в 5-ке, ну по сути есть как в 5-ке, но с такой примесью Dark Souls в плане камеры. Ну, я все еще считаю, что самая лучшая часть это 5-я, а именно Verdict Day. Я не знаю, уж слишком она кайфово ощущается. И в плане интерфейса, и наведения, хотя она нифига не легче на самом деле, и не сложнее. Я бы их, по одному уровню поставил. Но там были прыжки. Прыжки в 5-й части офигенные. Так о чем я? О том, что управление камерой надо привыкать. То есть это не просто Dark Souls, ты захватил цель и бегаешь вокруг босса. Здесь скорее босс бегает вокруг тебя, потому что даже если ты соберешь из тех частей, из которых состоит босс, себе робот и будешь выглядеть как босс, босс все равно будет гораздо тебя сильнее по статам. У него, не знаю, будет больше энергии, больше урона. Но это с боссами. На арене вроде все нормально, то есть как в старых частях. Но на аренах не чувствуется, не знаю, личного интеллекта персонажей, которые пилотируют кого-то на арене. Звучит странно для кого-то, но, например, в старых частях есть, например, пилоты роботов, которые любят летать. И иногда они настолько любят летать, что они просто улетают за карту. То есть они не хотят приземляться и проигрывают просто из-за того, что они залетели за карту. Или, например, чел просто любит ближний бой, да, и он прям будет пытаться тебя в ближнем бою. Здесь у всех мувсет одинаковый на аренах, просто... Вот именно арены слабые получились в плане, это просто фармилка для токенов на прокачку. Ну уж очень они какие-то глупые, правда. Многие МТ тоже очень глупые на самом деле. Некоторые NC, которые типа как бы можно их обойти по стелсу, они тоже очень глупые, они тебя чуть ли в упор могут не увидеть. Но заскриптованные бои прям идеально работают, то есть все сносно, роботы бьют, вас убивают, вы их убиваете. Так что, в принципе, к боссам, мобам и врагам у меня нет претензий есть только к арене, но опять же, арена нужна только для прокачки и для ачивки в стиме, все. Также офигенное нововведение, это секретки, пасхалки. Ну как нововведение, что-то было в прошлых частях, но по сути это что-то очень слабое. Тут прям добавили полноценные локации спрятанных боссов на уровнях, ящики с особыми частями, да, которые можно только найти, цели, за которыми надо охотиться и повышать ранг охотника, так называемый. По сути, за это не особо что-то дают, то есть там за каждый ранг дают по части, грубо говоря, просто 15 частей халявных. То есть ты можешь найти часть, открыть часть за то, что ты охотишься на кого-то. Также появились типа сломанные роботы, можно их найти, почитать сюжет, посмотреть какие-то рисуночки. Для некоторых это вообще чуть ли не отдельный сайт-квест, то есть активируется после того, как ты найдешь, например, какую-нибудь записку, и после этого на тебя нападет босс, после этого начнется драка, какой-то диалог. То есть в этом плане гораздо интереснее стало карту изучать. И в принципе карта как-то... Не то, что я не любил в старых частях карты, то есть в 5-ке мне все равно очень приятно визуально смотреть. 4-ка, правда, на самом деле такая себе. В плане карт мне никогда 4-ка не нравилась. Это просто огромно открытые локации, чтобы летать как бешеный. Ну, здесь, конечно, темп поубавили, понятно, но... Здесь нашли идеальную середину между, наверное, 5-кой и Dark Souls'ом. То есть в меру закрыто, в меру открыто. Нет, конечно, на словах там типа 8 километров локация, там 12 километров локация. Но если так задуматься, сайзы тут очень странные. Так что вы можете пролететь километр типа за пару секунд, или, например, боссы скриптованные могут километр пролететь просто за миллисекунду. То есть как бы карты большие, но такое себе. Мне больше понравились среднего уровня карты, весьма закрытые, например. Ну, в некоторых случаях вы можете просто развернуться, то есть, и пойти назад. Вот просто вот локация перед вами, куда надо зачистить, да, там какие-то коридоры, еще что-то, можете развернуться и пойти назад. И там будет чуть ли не открытая локация большая. Такое весьма часто встречается, то есть, по сути, вы можете с одного уровня увидеть локацию с прошлого уровня. Ну, грубо говоря. Хотя иногда не грубо говоря, то есть, правда, иногда можно увидеть. Так что карты, чтобы играться на них, интересные, разнообразные. В плане сеттинга абсолютно то же самое. Разнообразнейшие карты. Так что геймплей мне зашел гораздо больше, чем в Elden Ring или в любых Dark Souls'ах.
хотя я в них не особо много играл. Но за то, что нету механики передвижения из 5, это, конечно, дизлайк. Мне очень нравилось отпрыгивать от стенок, быть таким вот маленьким покатушником, но окей. 25-метровые роботы передвигаются быстрее 5-метровых. Короче, что хочу сказать, реально лайк вот за геймплейную часть. Карты интересные, геймплей на этих картах смотрится нормально, то есть ногу в ногу идут и как бы дополняют друг друга. А это Челябинск. Чугунная Флоренция России. Челябинские мужчины самые суровые в мире. У них мускулы как камни и сопли как канат. Индустриальный Сан-Франциско нашей Родины. Край суровых мужчин, которые одним ударом оставляют быка без потомства, а курицу без яиц. Так, давайте сейчас про общий сеттинг и арт-дизайн, потому что с релизом первых трейлеров пошла некая пука такая из Твиттера. Некие называют ее Armored Core драмой, хотя я вообще не понимаю, почему это вообще, ну, хоть какой-то впук имеет, потому что просто челу в Твиттере, на его мнение, вот, ну, не понравилась графика. Там сказал, ну, вот как-то мыльца много, что это вообще за палеозой. Crysis вышел в 2007. Да, это игра про меху, здесь нужен охуительный графен, ведь это именно так и работает. Игроки в Elden Ring, как я заметил, по большей части именно они, то есть новички, которые хайпели за счет кольца, пришли и такие: нет, ты что, идиот, главное арт-дизайн. Ты видел, что в Elden Ring графика тоже такая себе? Но посмотри, какое красивое дерево, посмотри, какая красивая трава. Я, в принципе, с ними согласен, то есть Armored Core новый выглядит нормально. Ну, просто видно, что это современная игра. Освещение нормальное, тени вполне нормальные, разрешение текстур по большей части нормальное. Да, мыло в 20 метрах от тебя можно разглядеть. Ну, не в 20, в 40, ну, типа, один хрен. Вода в некоторых местах это просто сущий ужас. То есть 4 вышла когда там в 2007, но вода там гораздо лучше. Там, не знаю, тени в некоторых местах статичные могут быть весьма абсурдными. Некоторые текстурки где-то на краях карты это вообще просто шок. Это один пиксель растянутый. Но если ты просто играешь, ты этого не замечаешь. Плюс ты не можешь сделать ультра К 10 супер разрешение DLSS, ультра тени RTX в игре про роботов, такой динамичной игре про роботов, просто потому что чел блеванет. Смотрите, представьте Armored Core на скоростях графики хотя бы вот первого Battlefield, хотя первый Battlefield максимально уродливая игра, и персонажи там правда страшные, по моему мнению. Вот представьте, вот это сглаживание, которое бы было при поворотах, ну, прям жесткое. Вот эти тени, которые просто затемняли могли всю локацию, то что они реалистичные. Реалистичное освещение, из-за которого ты мог просто не видеть, например, босса на некоторых аренах, ведь, например, есть уровни в пещерах, кто бы мог подумать. Плюс вспомните геометрию, что в Armored Core, вот эти непонятные металлические постройки прошлого, вот эти вот былые цивилизации, вот эта вот эпоха вот этих непонятных кубиков, я не знаю, домиков, кубиков в небе. Представьте, если бы они в реал-тайме реалистично отражали тени, но это же реально просто не смотрелось. Плюс освещение в игре очень такое себе, тут нету солнца в привычном понимании. По большей части все освещение делает коралл в небе, то есть излишек коралла, вот этот красный, по сути он освещает всю игру. Ну, по большей части. Типа, но я даже не на ультра настройках, в 2К разрешении своем родном, без HDR, хотя он все время пытается мне ставить HDR почему-то, когда я пытаюсь войти в Armored Core, но я его выключаю, мне не очень нравится. Даже так, ну вот, в общем, визуал охренительный же, нет? Ну, что должно быть такого в игре, чтобы это было реально, типа, вот прям 2020 гейминг, реалистик, супер график. Игра оптимизирована, по сути, для любой картофельной. Я в 2К играю на 1080. И вполне нормально. Да, с G-Sync, конечно, но все-таки. У людей, у которых 20-я серия, они чуть ли не в 4К гоняют 120 FPS. Да, конечно, с RTX многих обманули, то есть сначала сказать, что в игре будет RTX, а потом такие добавили, ну только в гараже. На самом деле я полностью согласен, я вообще не понимаю, зачем здесь RTX даже в гараже, то есть в гараже, по сути, все тени заскриптованы и статичные, грубо говоря. И там и так все выглядит максимально сочно,
Прям фоткать своего робота в ангаре прям хочется и хочется. Эффекты, да, некоторые эффекты, правда, всратые. Дым просто пиздец, некоторые это... Дым реально могли иногда получше поставить. Ну и вода. Вот дым и вода, по сути, это главная моя придирка. Не вся вода, а именно на начальных локах. Да, вот в этом 86-м секторе или какой там. Вот там, правда, очень всратая вода. А вода, где более-менее, ну прям вода, не лужи, а вода. Там прям неплохо. Уровни в снежных локациях очень тоже сочно выглядят. Так что, по сути, из эффектов, правда, только дым, некоторые такие большие клубки дыма, и вода, именно маленькие скопления воды, типа там под 5-5 метров. Это реально кал. Так, графика в общем смотрится нормально, и если ты будешь играть и не смотреть текстуры, то тебе зайдет, скорее всего. Но вот надо же, блять, каждую текстурку нынче посмотреть. Я во все игры чуть ли не на минималках играю, кайфую нормально. В играх главное арт-дизайн и разрешение, на каком ты играешь. Может быть, они играют на каком-нибудь 720p, тогда окей, да. Хотя, я не знаю, на 720p лучше, на самом деле, высокую графику не ставить, потому что такое мыло будет. Ну, короче, что я хочу сказать. Графон нормальный. Те, кто плакают, я не знаю, видимо, они купили 4090 и не могут его реализовать. Но для таких людей всегда есть киберпанк с этими лучами ультра DLSS. Все, закрыли тему. Графон нормальный, отличный. Арт-дизайн тоже. И оптимизация тоже. Так, затронем немного саундтрек, потому что я считаю, что саундтрек одна из важнейших частей Armored Core, вообще любого. Перед релизом шестой части многие, наверное, видели эти заголовки, что ушел главный композитор From Software за последние 11 лет, это Юка Китамура вроде, да. Вот она ушла, стала свободным агентом, и типа, как теперь жить? Я сначала тоже подумал, ну так, типа, ну ушла печально. Наверное. Она, по сути, из Armored Core трогала только 5-ю часть. Грубо говоря, трогала. Потому что, по сути, она была во многих частях. Нереальный инсайт. Но она почти везде участвовала в плане саундтреков, начиная, получается, с 3-й части. Потому что с 3-й части, в принципе, появился, скажем так, визуальный аудиостиль Armored Core. То есть, по сути, почти все, что вы будете слышать на протяжении этого видео, это именно что саундтреки Armored Core. Это не все саундтреки именно шестой части. В шестой части главным композитором вернулся Кота Хошина как раз за место Юки. Он и раньше был композитором, но он был саунд-композитором, саунд-дизайном. То есть в Elden Ring он записывал, не знаю, как чел камнем бьет моленью, пока она записывала общий саундтрек. Мне ее видение не очень нравилось. Ну или просто игры не те, ведь в Dark Souls'ах и в Elden Ring, что не пытайся, все саундтреки это и пианинка какое-то, и все. Мне вообще не нравятся саундтреки. Ни один саундтрек в Elden Ring, ни один саундтрек в Dark Souls и Bloodborne вообще ни о чем, никчемный, я не знаю, как это можно слушать. Но тут же есть свой стиль. И Кота Хошина пришел и такой, ну сейчас все сделаем. Да, конечно, сейчас не как в прошлых частях, где просто любой ОСТ идет как отдельный трек, прям как отдельная песня. Тут уже не так. Здесь реально появились просто проходные саундтреки, просто ambient. Но даже вот просто самый короткий какой-нибудь ambient будет звучать в 100 раз лучше любого саундтрека Dark Souls. То есть тут и скрипки, и пианино, и синтезаторы, и бас-гитара, которую так любит этот Кота Хошина. Чего здесь только нет. Да, конечно, по сути, здесь совсем мало саундтреков, где кто-то поет. Раньше почти всегда были саундтреки с вокалом. Вот тем самым непонятным вокалом, где человека даже по сути не слышно. Тут такого нет. Можно сказать, фрэнкози здесь вообще мало. Но пару бенгеров тут есть. Я не буду их в видос вставлять. Хочу, чтобы старички, как я, зашли и просто расплакались. Я во время 3-й концовки чуть не рыдал. Я давно не слышал, наконец-то, этого звучания. И я очень сильно рад этому. Так что все саундтреки лайк. Я рад, что Кота вернулся. Я уж не знаю, будет ли он делать дальше саундтрек к Elden Ring, то именно как основной композитор.
Я надеюсь, потому что я бы хотел по-другому звучание Elden Ring прочувствовать на себе. Но если будут опять эти завывания, ну ладно, окей. А по поводу саунд-дизайна, в принципе, игры, звучит потрясно. Звуки коралла, вот это вот непонятно, неописуемого, который иногда имеется. Звуки двигателя, они и так всегда были офигенные. Вот как бы кто ни говорил про их мемность во всех старых частях, но он же прям реально был выразительный. Ты прям чувствовал, что да, это какой-то прям жесткий двигатель, он прям реально тебя толкает вперед. Тут это, конечно, не так выразительно, но двигатели звучат отлично. Шагание робота тоже передано охренительно. От поверхности, конечно, это не особо зависит, то есть не будет особой разницы между ходьбы по камню, по воде, по песку. То есть это на самом деле такой минус, но это придирка, типа я вообще не замечал, какая разница, где я. Я вроде в игру играю, на общее погружение никак не влияет, ведь сам робот звучит хорошо. Особенно во время боев, оружия, повороты робота. Особенно звук гвоздодера этого, я не знаю, гвоздовыстрела, которым я пользовался, вот этим вот милишкой из трейлера, которая дырявит. У нее всегда был хороший звук, а тут прям сочный, прям приятно бить, приятно стрелять, приятно поворачивать, прыгать весьма приятно, персонажи озвучены хорошо, то есть раньше была проблема в английской озвучке, они звучали очень так себе. А японскую озвучку я просто не люблю, потому что она кринжовая. Нет, конечно, с русской это не сравнится. О, только не это, ворон. Я чувствую, мне пора уходить. Не стреляй в меня, я сейчас уйду. Что? Что это такое? Я вижу, ты ищешь меня. Ты должен знать, что никто не может уничтожить меня. Осмотритесь лучше по сторонам. Возвращайтесь на базу. Так, надо бы, наверное, уже закругляться. Я, конечно, не рассказал про, например, мультиплеер, просто потому что мне он максимально не зашел. Единственный нормальный мультиплеер, как по мне, это в пятерке. И то, конечно, тоже с натяжкой. Я не считаю Armored Core игру мультиплеерно направленную. Баланс тут явно не в сторону убийства и других роботов, а скорее просто МТ долбить на уровнях. Плюс PvP вот это дебильная мета, онли дробовики, онли линейки, онли миниганы, нету никакого разнообразия. По сути, если играть в мультиплеер, то только с друзьяшками рофлить. Так это просто трэш какой-то. Также не так сильно упоминал про то, что многим играть тяжела. Тяжела так тяжела, опять же. У каждого свой порог вхождения в игру и казуальность вообще его пальчиков. В принципе, этот видос не такой юморной ощущается, как прошлые. Потому что я еще раз повторяю, у меня просто пропали куда-то аудиофайлы, почти все мои пенчи, рофли, просто все пропало, я не знаю куда, ни в корзине, нигде не было, пришлось перезаписывать, я ненавижу делать что-то еще один раз, и еще один раз, или повторяться, я это ненавижу, абсолютно. Тут почему-то вот так вот все пошло. У меня полная депрессия. Я просто выпускаю этот ролик. Я уже понимаю, что это не сравнится с первым вариантом. Ну, вот так вот. Все. Я не могу просто повторить одно и то же. Поэтому я изменил сценарий, что-то перелопатил. Мне вообще все равно. Мне пофигу. Я dead inside. Да. Так что всем удачных каникул сентябревских. Да, учебы. Вот, что там, работы, KFC, Макдональдс, Big Mac. Переходите по ссылкам в описании, там реально крутые парни сидят, реально все супер. Это мое реально достояние, вот по ссылкам в описаниях. YouTube канал это так, грязь на подошве. Вот, увидимся, я не знаю когда, у меня полная депрессия. Наверное, когда Starfield пройду на 100%, или когда Киберпанк выйдет. Узнаем, короче, потом. Все, давайте.